Это видео про The Last of Us на моем канале. Однако для меня лично это очень большое событие. И я уверен, не только для меня, но и для большинства ПК-платформы, то есть вообще для ПК-платформы в целом. Отчасти это уникальное событие. Во-первых, самый базовый, самый мощный суперхит PlayStation все-таки вышел на компьютере. И во-вторых, наконец-то те, кто еще ни разу не слышал или просто не было возможности купить PlayStation, наконец-то эти люди прикоснутся, я думаю, на мое личное усмотрение к шедевральному историческому проекту, который очень сильно повлиял на консольную индустрию. Причем с такой же силой повлиял, как и я думаю, Half-Life 2 часть на компьютерную индустрию. Но прикоснулись пока бояре довольно сложно к этому проекту, и я не очень понял сперва, почему поставили крайне отрицательные оценки. И потом уже вспомнил, что это ПК-платформа, и тут людям ничего не интересно, ни содержание, ни сюжет, абсолютно на все это наплевать. Людям нужно только, что правильно, оптимизация. Потому что если ты собрал компьютер за $3000 с RTX 4090, то ты должен, точнее компания просто обязана сделать так, чтобы у человека было 140 FPS в 4К, там 8К на ультра. И не дай боже, так не будет. И это действительно случилось. Есть очень интересные особенности. Об этом будет именно это видео. Но если меня спросят назвать самую лучшую игру и самую важную в моей жизни, то однозначно на первом месте будет один из нас. Это первая и вторая часть. Причем равносильно. Мне обе части очень понравились. И первую я прошел, сперва на третьей PlayStation на всех уровнях сложности в чистом виде. Потом я прошел на четвертой PlayStation в 60 FPS. И последний раз я прошел первую часть уже на пятой плойке. И вот оно событие. Вышла первая часть на компьютер. Причем не просто вышла обычная версия, а у нас обновленная ремейк с поддержкой трассировки лучей и DLSS. Хотя насчет трассировки я еще точно не уверен, это нужно проверять, но вот DLSS я действительно нашел в настройках. В общем, это эталонная первая часть, и пока геймеры получили по сути уже идеальную с точки зрения версию The Last of Us, и получили ее сразу, но не все, точнее все, но не каждый. Мне, например, пришлось купить игру через посредников на сайте, чтобы запустить ее через Steam. Купил я ее на сайте, который, наверное, не стоит вам сейчас сообщать, это не совсем честный сайт. В общем, взял я за 3500 рублей, сделав предзаказ. Я крайне редко делаю предзаказы, если не сказать вообще их не делаю, но тут прям, знаете, исключительное событие, вы сами все понимаете. Все это мы обязательно обсудим и проверим буквально в этом видео через одну минутку, а сейчас немножко полезной информации для зрителей. Друзья, для меня, как для человека, интересующегося современными технологиями, конференция крупных брендов – это настоящий праздник. Всегда интересно посмотреть, какие новые фишки анонсируют и как обстоят дела в IT-мире. И вот 31 марта стартует одна из крупнейших в России IT-конференций, посвященных экосистеме МТС True Tech Day. Итак, True Tech Day – это одно из главных событий IT-индустрии этого года, как для людей, интересующихся экосистемой МТС, так и для IT-энтузиастов в целом. В конференции примут участие более 50 крутых спикеров, среди которых основатель Tech Whisperer Джасприт Биндра, также директор Центра технологий искусственного интеллекта Сколтеха Иван Оселедец и еще эксперты в области Data Science Анатолий Карпов и первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин и технический директор Озон Антон Степаненко. Все спикеры профессионалы, так что вас ждут интересные и нескучные лекции. Мероприятие бесплатное, еще и с подарками для участников. Проходить конференция экосистемы МТС, к слову, будет сразу в 4 городах. В Москве, Астане, Тбилиси и Дубае. А если посетить ее вживую нет возможности, можно посмотреть, например, онлайн-конференцию. Я оставил вам ссылку в описании под этим видео, так что если вы, как и я, интересуетесь технологиями и хотели бы больше узнать о внутренней кухне не только экосистемы МТС, но и различных IT-направлений, то не забудьте зарегистрироваться, чтобы насладиться одним из главных IT-мероприятий этого года. Всем удачи! Ну а мы вернемся к теме нашего видео. Итак, начнем с того, что после скачивания почти 80 гиг установочных данных через Steam мы получаем возможность запустить The Last of Us, но получаем возможность запустить ее до пределов меню. Точнее, мы можем сразу запустить игру, это без проблем, но нас якобы сразу предупреждают, что для получения стабильности в работе нам нужно прокэшировать данные, чтобы не испортить ваше впечатление, а также производительность. Я, конечно же, как и все, не стал ждать какое-то там странное кэширование данных, которое длится примерно там на секундочку 2,5-3
3 часа. Да, не удивляйтесь, 2,5 часа мне пришлось бы ждать, пока прокэшируются данные, и поэтому я, как и все люди, немножко потынялся по настройкам в меню и, конечно же, сразу запустил игру, не дожидаясь кэширования, то есть окончания этого самого кэширования. Короче, это и есть, друзья, та самая ключевая ошибка всех тех людей, что написали злые комментарии, отзывы в Стиме про то, что у них якобы очень сильно подтормаживает, все вечно там подвисает, выкидывает, и это и есть не только ошибка простых людей, но и также ошибка компании, что выпускала, портировала The Last of Us на ПК. Мне кажется, они должны были, сперва полностью прокэшировать все данные и тупо запретить людям вообще запускать игру, чтобы просто все сидели и ждали окончания кэширования, но ни в коем случае не давать возможности запускать игру во время кэширования, потому что вы получите то, что вы сейчас видите на экране. Вы получите невероятные по своим масштабам фризы, там, скажем, на 5, 6, 10 секунд. И это просто из-за того, что вы немножко там не подождали. Как немножко? 3 часа примерно. Я не знаю, почему так долго кэшируются эти файлы, и я не знаю, почему так часто происходит подзагрузка на локациях. Хотя в версии на консоли ее просто нет. Ее просто там не существует. И на этом все. А тут буквально на ровном месте вы, скажем, бежите и бац, на 10-15 секунд, а может даже 20, тупо все подвисает. И вы сидите, ждете, пока там произойдет эта самая подзагрузка. Неужели настолько слабые компьютеры в 2023, что не справились бы с потоковыми данными? Я просто этого не понимаю. В общем и целом, однозначно, чтобы не испортить себе впечатление, я настоятельно вам рекомендую дождаться окончания кэширования данных. Вы можете, например, возможно, там заварить себе чаечек, пойти поспать, просто почитать там книжку, покушать, но ни в коем случае не запускайте The Last of Us во время кэширования, иначе будете получать то, что вы видите на The Last of Us на 3 машинах. Это ноутбук с RTX 3060, это примерно там 3050 по уровню на компьютере. Далее я запускал игру на мощном ПК с i5 13600K плюс RTX 4070 Ti, и еще также запускал на ПК с i3 12100F и видяхой обычной 1650. Скажу так, друзья, на бюджетной сборке 1650 вы сможете запустить игру на средних примерно Full HD, так скажем, в 35-40 FPS. На ноутбуке за 100 тысяч рублей с видяхой 3060 вы сможете запустить даже на высоких с трассировкой, то есть отражениями точнее, там примерно на 55-90 FPS, но только после кэширования данных, иначе у вас будет 35-40, не больше. И на мощном ПК за 220 тысяч и 4070 Ti вы получите уже, конечно же, там 60-70 FPS на ультра в 4К. Короче, оптимизация тут все же, я думаю, нормальная. Я не очень понимаю, почему некоторые люди так захейтили именно оптимизацию. Во-первых, наверное, потому что сразу же запускали, как и я, во время кэширования и получили, конечно же, 35 FPS и кучу всяких подтормаживаний, и сразу же пошли писать эти, то есть гневные комментарии. И, наверное, еще с тем связано, что люди тоже не подумали, точнее подумали, что раз уж игре 10 лет, то она просто обязана летать на мощных печках без проблем. Да, действительно, первая часть вышла еще в далеком 2013, и да, она типа должна была просто выдать там 800 тысяч FPS, но есть одна важная проблема, это обновленный движок, по сути, со второй части перекинутый, и еще у нас довольно сложный движок, это не Unreal Engine, на которых делают сегодня 90% игр, это собственный проприетарный движок компании Sony, и точнее студии Нила Дрекмана, и поэтому подвязать его под ПК-шную платформу, я думаю, довольно было сложно. Я лично так понимаю, вот именно в чем суть этой проблемы, но зато, я думаю, вы заметили в этом видео, что визуальная картинка явно отличается от привычных нам игр на ПК, и она довольно, знаете, такая самобытная, уникальная, что ли, в своем роде, и вторая часть еще более сильно визуальная, и, возможно, ее тоже потом, я думаю, перекинут на ПК после выхода третьей части на PlayStation 5. Короче, друзья, с точки зрения визуальной части, однозначно для меня лично это весьма не слабый проект. Да, это не киберпанк там с кучей отражений, трассировки лучей, но это очень разные игры, абсолютно разные, у них тоже комьюнити. И я знаю, действительно, вот живых людей, которым вообще не понравилось The Last of Us, прям вообще не прониклись, то есть буквально ни во что не ставят игру и больше любят там, например, не знаю, Ведьмак 3 или там Fortnite, и это нормально, потому что это все-таки тяжелая игра с точки зрения морали и восприятия мира, в который и погружает сюжет
сюжетная часть. И я знаю, далеко не все люди морально готовы испытать, то есть пронести через себя содержимое The Last of Us. Они просто не на той волне, скажем так, внутри, чтобы воспринимать такие сложные проекты. И вот The Last of Us как раз про это. Это не веселая история, это более глубинное содержание над большой серой массой проектов однодневок. И это делает данную игру уникальной в своем роде, не похожей на все остальные. И это был и есть новый жанр. И вот вторая часть пошла еще дальше. Я бы даже сказал, что первая часть это просто такая себе сентиментальная история с долей драматизма. Но вот вторая часть, вы мне поверьте, это прям произведение искусства, которое тоже не все понимают, и не все вообще. То есть, однако вторая часть это уже не совсем игра, хотя продается на дисках и запускается на приставке, но все равно вторая часть это уже для меня что-то за пределами индустрии. В общем, суммируя, друзья, все вышесказанное, мы получаем, значит, следующее. На ПК нормально работает The Last of Us, просто нужно дождаться вам кэширования данных на 100% и не падать в истерику, что у вас все тормозит, и бежать сразу писать комментарии, как же все ужасно, оптимизировано и вообще провал, это ужас, просто катастрофа. Во-вторых, если вы не знаете, что такое The Last of Us и любите такие проекты, как, например, Fortnite, танки, Dota, там, Far Cry, GTA 5, то вам точно не нужна The Last of Us, вы просто не поймете, что это вообще такое. Ну и в-третьих, если вы устали от поверхностных проектов и вам хотелось бы что-то там прочитать, историю увлекательную и довольно драматичную, то вам нужна эта игра. Вот такая вот история. Всем удачи, увидимся уже очень скоро. Пока-пока.